Родов в 2012 году у меня обнаружили эндометриоз. Это разрастание маточного эндометрия, это постоянные боли, менструация по 2 недели, через это частые воспаления. Чем я только не лечилась, 2 курса препаратов тибетской формулы меня спасли от этой напасти. Это ж чудо, официальная медицина 6 лет ничего не вылечила, а Андрей Андреевич своими препаратами вылечила. Еще как сопутствующее заболевание была молочница, которая, кстати, по статистике приводит в онкологию. Вылечила за месяц приемом препарата тибетской формулы Альбекан. Что принимала? Принимала индол, прокмарти, женское здоровье, матрикс норм. Вот такие препараты. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Ваши рекомендации с содой и солью помогли при заложенности носа? Помогли. Мучились, лекарства не помогали. Андрей Андреевич, это невероятно помогло. Вы гений, класс, пропила соду, 14 дней дышу, чувствую запахи, ура. Это, помните, я когда-то говорил, что в случае, если вы активно болеете аллергией, вам ничего не помогает, то приготовьте вот такую смесь из 2 домашних компонентов. Эти 2 домашних компонента звучит так. 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка соды на 2-литровую бутылку воды. И принимайте вот такую воду по 1 стакану 1 или 2 раза в день. Это поможет вам, 1 раз в день даже достаточно, это поможет вам на протяжении 1 месяца избавиться от заболеваний аллергия, отек и так далее. Многие в это не верят, очень напрасно. Холодовая аллергия и поленоз и какие-либо проявления аллергические вот таким образом могут устраниться. Это великолепный такой элемент. Помните, я когда-то рассказывал, недавно была такая история, Гриша из Черновцов, он меня очень благодарил, передал мне там грибы, которые они там закатали и так далее. Очень благодарил, Андрей Андреевич, вы спасли меня от операции и так далее. И вспомнил мое видео, которое я записал в 2013 году. Кстати, там под этим видео настолько было большое количество гневных и плохих комментариев, что мне пришлось данное видео удалить. Не всегда люди разделяют то, что я говорю. Ну, к сожалению, так уж устроен этот мир, ну и у меня нет ни к кому претензий. И в этом видео я говорил о том, что есть такие универсальные способы, которыми можно вылечить камни в почках. Один из этих способов, сказанный мной, он заключался в том, что человек должен брать изюм и вкладывать в 1 изюминку 1 черную горошину. И каждый день перед самым сном съедать. Первый день 1 изюмина, второй день 2 изюмины, на 10-й день 10 изюмин и на 19-й 1 изюмину. Разжевывая медленно, запивая водой. После этого неделю перерыв и просто принимать каждый день 3 таких изюмины 3 раза в день. То есть 9 изюминок на протяжении дня. Я говорил, что это необходимо принимать 1 месяц и говорил, что это способно растворить камни в почках. И он мне ответил: Андрей Андреевич, большое спасибо. Я принимал изюм, как вы говорили, с горохом. У меня не только камни поисчезали, у меня спал живот, снизился вес. Я начал хорошо себя чувствовать, у меня улучшилось общее состояние, общее настроение. Также была женщина, которая благодарила меня за мой рецепт. Помните, я такой рецепт давал и говорил, что возьмите лук, соедините 1 порция сока лука с такой же порцией оливкового или подсолнечного, главное, натурального масла, взболтайте это, поставьте в холодильник, чтобы оно постояло 1-6 часов. После этого взбалтывайте и закапывайте себе в нос. В случае, если закапывать себе в нос вот такие капли, то они вылечивают гайморит, вылечивают заболевания отит, заболевания носоглотки. Также можно их в рот закапывать, принимать их перорально, они действительно способны справиться. Ну а если их принимать по чайной ложечке? А если принимать их по чайной ложечке 3 раза до приема пищи, то это вылечивает заболевания дисбактериоз желудка, а также заболевания, связанные с энтеровирусами, энтероколи. Кстати, есть женщина, которая написала, что принимая препарат, который называется антитокс драйв, вот этот вместе с водой, она тоже смогла уменьшить камни в мочевом пузыре и камни в почках. И говорит, что принимали на протяжении 1,5 месяцев данные препараты, и вот почему-то появилось вот такое проявление.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сода с солью помогли при заложенности носа. Мучило, лекарства не помогали. Андрей Андреевич, не могу поверить, вы гений класс. Пропила соду 14 дней, дышу. Андрей Андреевич, здрасте, спасибо большое за лизам. Очень понравился великолепный результат. У меня 2 внучки, день рождения у них 15 октября, с разницей в 3 года. Каждый год мы болели и до дня рождения, и после. В этом году, применяя за месяц до дня рождения лизам, и до сегодняшнего дня дети не болеют. Применяем перед выходом в школу и второй раз, когда приходят из школы. Какое счастье, когда не болеют дети. Прекрасный БАД, здоровья вам и вашей прекрасной семье. Еще раз огромное вам спасибо. Я тоже говорил многократно, что применение этих конфеток или лизательных таблеток лизам, они помогают ребенку защитить его от острой вирусной инфекции, от заболеваний носоглотки, от простудных заболеваний. Великолепное средство. Купирование боли в горле на протяжении 5-7 минут. В случае, если ребенку давать, то это является профилактикой заболевания носоглотки, профилактикой ангины, профилактикой вирусов и так далее, и так далее. Великолепный препарат, я не знаю. Я считаю, у каждого дома должны лежать данные таблетки. Во-первых, они по вкусу вкусные, такие сладенькие. Во-вторых, зачем очищать нос, там, брызгать что-то в нос и так далее. Достаточно давать таблетки лизам. Они снимают отек, снимают воспаление, лечат тонзиллит, ларингит, заболевания ангина и так далее. Не позволяйте заболеваниям влиять на ваших детей. Они с удовольствием принимают такие конфетки в виде таких таблеток. И к нашей радости они экологичны и совершенно для человека безопасны. Поэтому обязательно давать. А я хочу сказать за гемартан. Уже больше года не болею РЗ и гриппом и никаких вирусов, пишет человек. Спасибо. Я потеряла всякую надежду. Горы препаратов ничего мне не помогало. Но после начала приема вашей альфа-липоевой кислоты уже на 2-й день заметила улучшение суставов, ног, сосудов. Принимаю уже 2 недели и, о чудо, мне уже просто легко ходить. Это полинейропатия. Принимала производство США, не помогало. Вот, написала женщина. Дальше. Спасибо, Андрей Андреевич, за прекрасные препараты. Много раз помогали от разных недугов и дисфункций. Например, гемартан от ломоты в суставах, ринокс от боли в спине, появилась бодрость, прилив сил, ЕМА, цитрат от стеноза и атеросклероза. И вообще у вас самые лучшие БАДы. Спасибо. Пишет еще один человек. Арама масла в виде золотых шариков помогли при частой диарее. Моей маме в 89 лет принимала ликалилу и кишечник перестал капризничать. Вот вам хорошие отзывы, которые пишут люди под моими видео. Галина Резникова. Уважаемый Андрей Андреевич, большое спасибо за ценные советы. Спасибо. Андрей Андреевич, как убрать, неважно, сейчас дойдем. Светлана Дамаскан. Андрей Андреевич, здрасте. После 50 лет какие ТФ-препараты можно и нужно принимать каждый день? Я считаю, что начинать необходимо с препаратов, которые могут улучшить состояние поджелудочной железы. Она является ключевой. Наша система, она гуморальная и психогуморальная или нейрогуморальная. И очень важно, чтобы вся наша система она функционировала правильно. С чего необходимо лечить? Не лечение, а поддержку организма. Первое — это принимать комплекс витаминов или мультивитаминный комплекс Супра по 2 таблетки 3 раза в день. Второе — начинать принимать препараты для поджелудочной железы Панкрисорб. Третье — принимать препарат, который будет успокаивать психику и восстанавливать циркадные ритмы. Это мелатонин на ночь, 1 таблетка. Можно еще цистин, потому что это аминокислота, очищающая наш организм от переизбытка разрушенных свободных радикалов, потому что очень часто у нас происходит процесс в организме, не очень часто, он повсеместно, происходит процесс переокисления, за счет этого переокисления появляются радикалы, эти радикалы фактически мусор в организме, и вывести этот мусор помогает препарат антитокс. Не антитокс, а цистин. Также можно препарат антитокс тоже.
Елена Резкова, здрасте, подскажите, муж 21 декабря 2022 перенес инсульт с левой стороны. Ходить потихоньку ходит, а рука никак не работает и ходит очень плохо. Что делать? Помогут мой препарат, называется «Здоровые сосуды», второй препарат называется «Деципин» и третий препарат антипорезин. Также всегда стоит помнить, что когда у человека происходит инсульт, то у человека уменьшается количество дофамина. Это все связано с тем, что дофамин стимулирует кровообращение в мозг и увеличивает мозговое кровообращение в тот момент, как и серотонин тоже увеличивает, но дофамин больше. И очень часто происходит увеличение серотонина, уменьшение дофамина. К чему это приводит? У человека появляется агрессивное поведение, человек становится очень таким злобным, у человека исчезают краски и радость жизни. И это очень часто приводит к вторичным таким психическим проблемам, которые возникают у человека, перенесшего инсульт. У человека портится настроение, он начинает, не может контролировать проявление своей злости, постоянно ругается, постоянно пытается быть агрессивным и так далее. Теперь вы понимаете, что это связано с дофамином. Что необходимо в этот момент делать? Нет, дофамин увеличивать ему не нужно. И восстанавливать даже его количество не нужно. Но нужно в этот момент ему давать препараты, которые способны восстанавливать психическую систему. Это препарат моей компании L-триптофан по одной таблетке один раз в день. А также препарат можно капли поставит или по 10 капель на стакан воды. Можно в виде таблеток, это может быть препарат, допустим, поставит в виде таблеток или сирантал в виде таблеток, для того, чтобы восстанавливать психику. Очень хорошие есть такие народные средства. Что пьют при инсульте? Пьют старинный тибетский сбор, в который входит бессмертник, ромашка, березовые почки, зверобой. Заваривают его определенным образом, 1 стакан воды и горячий, и сверху сыпят 1 столовая ложка вот такой смеси, предварительно измельченной. Накрывают чем-нибудь и ждут, когда вся эта смесь заварится и упадет на дно. Выпивать можно с медом при инсульте, без меда. Очень полезная смесь. Кстати, людям, у которых есть перенесенный инсульт, очень полезно принимать яйца сырые, желательно 1-2 раза в день. Это действительно очень улучшает состояние. Также очень хорошо принимать не просто яйца, а гоголь-моголь с медом. То есть берется яйцо сырое, взбивается отдельно белок желтком, соединяется, и после чего добавляется мед. Для того, чтобы получилась такая вот приятная смесь. Вообще все продукты, которые сделаны из яйца, очень полезно принимать людям, которые перенесли инсульт. Надеюсь, вам поможет. Выздоравливайте. Фил Фирст. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мир вашей семье. Пожалуйста, дайте совет моей мамы Анжелы. На топтыши на пятках распаривает и постоянно обрезает. Больно ходить, давно мучает. Пожалуйста, подскажите. На топтыши поможет убрать народный способ. Это чеснок. Берете чеснок, перемалываете его, и вот эту кашицу после того, когда распарили ногу, вот этой кашицей приклеиваете. Приклейте эту кашицу, и пусть она там 10-15 минут находится. Или натирайте такой кашицей. А обрезать на топтыши не стоит. Вот такая кашица очень их распарит и в дальнейшем приведет к тому, что они появляться не будут. Также такой же рецепт можно использовать при лечении, в том числе и шпоры. В том числе и шпоры. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет кушать орешки с медом? Большое спасибо. Никакого значения не имеет кушать орешки с медом. Орешки с медом и орешки без меда определенно и однозначно хороши для организма. В орехах находится самое большое количество магния. Магний — это препарат, сейчас есть исследования, это монография Новикова, монография Миллера и большое количество статей в журнале, который называется lipidjournal.com. Там говорится о значении магния вообще в пищеварительной системе. И целая монография такая, наверное, не знаю, там на 200 или на 300 страниц, где говорится о том, что да, действительно, в случае, если у человека происходит или появляется заболевание
эзофагиальный рефлюкс, заболевание язвы желудка, заболевание панкреатит, заболевание холецистит. Панкреатит, я уже сказал, дальше воспаление, воспаление тонкой кишки, неспецифический язвенный колит. Во всех этих случаях очень рекомендуется прием магния, препарата с магнием. Также рекомендуется прием, не рекомендуется только тем женщинам, которые в период беременности вынашивают ребенка. Очень рекомендуется людям, которые склонны к страхам, к паническим атакам, к депрессивным эпизодам, к несварению кишечника, худеющим и так далее. Если раньше считалось, что для усвоения кальция необходимо обязательно фосфор, и кальций с фосфором он является составляющей нашей кости, то на сегодняшний день доказано, что в кости находится достаточно большое количество магния, но есть минус: магний и кальций необходимо принимать в разное время, так как кальций является антагонистом магния, а магний антагонистом кальция. Поэтому совместно кальций с магнием принимать нельзя, а если и принимается, то должен иметь разные формы. Вот так. Поэтому орешки с медом, да. Почему? Дело в том, что магний, который находится в орехах, действительно помогает нашему мозгу. Почему? Магний участвует в активации процесса метаболизма и обмена углеводов или обмена глюкозы в митохондриях клеток нашего мозга. Именно поэтому дополнительное количество магния необходимо принимать на ночь, желательно с глюкозой. Именно поэтому я часто рекомендую перед самым сном съедать небольшое количество меда. А если мед еще и с орехами, то вы получите дополнительную активацию вашего мозга и дополнительное восстановление его деятельности. Что такое активация мозга, с чем это связано? Весь наш организм состоит из клеток. Клетка состоит из ядра и митохондрий. Что находится в митохондрии? Это отдельный грубо энергетический завод, который способен использовать глюкозу для энергии. Такая энергия образуется за счет цикла, который называется циклом Кребса. Глюкоза, поступая в митохондрии, начинает расщепляться. В итоге за счет того, что она в цикле Кребса, за счет фермента, который называется пируват-киназа, расщепляется на пируват виноградную кислоту и арома масляную кислоту. И в итоге образуется углекислый газ и образуется молочная кислота. Молочная кислота, в свою очередь, она превращается в лактиндегидрогеназу, и которая, попадая в наши почки через русло крови или попадая в нашу печень через русло крови, может формировать вторичную глюкозу особого такого вида, которая невероятно нужна нашему мозгу. К чему я это все говорю? Когда человек на протяжении дня хочет есть, то это говорит о том, что хочет есть его мозг. Это очень частое явление. Когда вам хочется на протяжении дня есть, то почему? Потому что вы получаете информацию, вы переживаете, у вас есть, нервничаете и так далее. И это говорит о том, что ваш мозг находится в состоянии истощения. Когда вы вечером хотите есть, почему вы хотите есть? Потому что ваш мозг нуждается в углеводах. И это очень частое явление. И здесь такой вопрос, почему люди поправляются? Люди поправляются, потому что они активно работают мозгом. Есть ли в этом какой-либо выход? Ответ такой, он есть. Каким образом? Необходимо увеличивать прием мелатонина на ночь. Почему? Дело в том, не увеличивать, а просто принимать мелатонин на ночь. Почему? Дело в том, что мелатонин участвует в формировании циркадных ритмов, которые в свою очередь связаны с правильным функционированием нашего мозга. И ваше тело и ваш мозг, он успокаивается на фоне принятия мелатонина, настраивается на свой индивидуальный циркадный ритм и начинает из молочной кислоты брать свою глюкозу. Таким образом он начинает питаться. Вы в нем это включаете. В случае, если вы на протяжении дня очень хотите кушать, то за 1 час перед тем, как
Даже не так. Если вы очень хотите есть и хотите очень быстро избавиться от состояния голода, то быстро подышите и 10-15 раз присядьте, так, чтобы увеличить нагрузку. Сделайте так несколько раз. Или попрыгайте, но так, чтобы было заметно, чувственно проявление физического упражнения. Это все на протяжении 10-30 минут уберет у вас чувство голода. Да, такое есть. Поэтому приседайте перед сном и перед самым сном небольшое количество глюкозы в меде с орешками. Это очень эффективно будет восстанавливать вашу психическую деятельность. Вы будете утром просыпаться, сон будет глубоким. Также утром вы будете просыпаться в хорошем настроении, в приподнятом настроении и в состоянии отдохнувшести. Когда человек на протяжении дня, когда мозг отдыхает и питается, когда он спит. Когда человек болеет гипертонией, то очень часто в момент повышающегося артериального давления начинает чувствовать, что ему хочется спать. Вообще очень часто человек, когда недомогает, начинает ощущать, что ему хочется спать. Почему это происходит? Это происходит в 3 случаях. Первое — это кислородная недостаточность при атеросклерозе, при легочной недостаточности, либо при анемии. Но основное дело не в этом. Дело в том, что очень часто вам хочется спать, потому что у вас переистощена психическая деятельность или нервная деятельность. И у вас в этот момент организм требует сна. Почему? Ваш мозг в этот момент хочет получить глюкозу. А еще большое количество глюкозы в вашем теле требует утилизацию этой глюкозы. И это может сделать великолепно мозг. Именно поэтому я часто говорю, что да, действительно, люди, у которых в рационе питания есть достаточно большое количество углеводов, очень часто хотят днем спать. И очень правильно делают, если принимают вот такую позицию и имеют возможность днем поспать. Днем спать — это хорошо, это утилизация глюкозы, это утилизация свободной глюкозы, уменьшение веса. До 70% всей глюкозы в нашем организме съедает наш мозг. А вообще все клетки нашего организма питаются и энергетически питаются исключительно за счет глюкозы, чтобы вы просто понимали. И когда глюкозы много в организме, то у человека поднимается давление. При сахарном диабете 2 типа, при росте глюкозы у человека появляется ощущение, будто он хочет спать. А на самом деле в этот момент у него высокое количество глюкозы, она таким образом поднялась. И давление поднимается в этот момент. И тут такой момент. Что хочет организм, когда во время поднимающегося давления организм хочет спать, и у вас сонливость такая? Вам хочется спать, и это говорит о том, что вам надо восстанавливать психику и восстанавливать мозг. 2 варианта решения вопроса. Уменьшить глюкозу, для того, чтобы переизбытка ее в крови не было. 2. Начать спать днем. 3. Принимать препараты от высокой глюкозы. 4. Принимать препараты, восстанавливающие психику. Что это за препараты? Это прекурсор дофамина и серотонина, который называется L-триптофан. Далее можно принимать транквилизаторы какие-нибудь, допустим, там фенибут, который назначить может врач, или, допустим, адаптол, только в низких дозировках, по 1 таблетке, можно 2 раза в день, это все безопасно. Принимать коэнзим Q10 в этот момент очень хорошо, потому что коэнзим Q10, он проводник мембран, и поступление через такую мембрану в клетки мозга гораздо эффективнее. Ну и любой успокаивающий препарат для психики. Смотрите, психику разгоняет препарат для увеличения памяти, это мнемонорм. И психику восстанавливает препарат, который имеет ярко выраженное такое седативное действие. Это может быть магний содержащий препарат. И это может быть мой препарат, допустим, может быть паставит. Вот если человеку назначить паставит, коэнзим Q10 и магний, мелатонин на ночь и L-триптофан на протяжении дня, то я на 100% уверен, что это на протяжении 1 месяца способно вылечить гипертонию без препаратов, без каких-либо таблеток, уменьшить употребление глюкозы. И по 30 раз приседать перед сном и перед самым сном съедать 1 чайную ложку меда.
потрясающий эффект будет. Вот. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если у взрослого человека выпирает зуб, поможет ли каолин, если прикладывать, или другой народный способ? В случае, если выпирает зуб, поможет способ посещения стоматолога. Не нужно никаких других способов искать, пускай зубами занимается стоматолог. Пусть это будет его работой. Стоматолог — это доктор, помогающий от выпирания зуба. Не морочьте себе голову и не используйте никакие другие методы. Почему? Вы, скорее всего, обожжете себе десну, или у вас там есть проблема, которая сейчас связана с дентой или с костью дентальной. Возможно, необходима консультация врача, а вы идете не тем путем. Поэтому, пожалуйста, давайте без вот этого. Марина Лебедева. Здравствуйте. Имеет ли значение, на какой стороне спать и как правильно? Имеет значение. В случае, если человек спит на правой стороне, у него улучшается формирование крови, легче работает сердце. Если человек спит на левой стороне, то у него кровообращение печени улучшается, А вообще, неважно, на какой стороне спит человек. И на спине хорошо спать, и на боку. Есть исследования, которые говорят, что люди, которые любят спать на левой стороне, у них больше агрессии в их жизни. То есть они более желчные, такие агрессивные, импульсивные, раздражительные. Люди, которые спят на правой стороне или засыпают на правой стороне, это люди, которые на протяжении дня часто испытывают страхи. То есть у них страхи, они замкнуты, боятся. Люди, которые спят на спине, это люди тоже, у которых Там еще важно, знаете, на спине человек спать не может. Человек, когда ложится на спину, он обязательно поворачивает голову либо в левую сторону, либо в правую. Потому что человеческий организм не может естественным образом спать просто на спине так, чтобы голова была только вперед. Все равно человеку хочется повернуться направо или налево. Я знаю женщин, которые всю жизнь спят на затылке, и точно так же стареют, и точно так же все происходит в их жизни. Это мои знакомые? Нет. Я когда-то был в Японии, и там одна женщина рассказывала о том, что она не стареет, потому что она спит всю жизнь с самого детства на затылке. Ну, я бы так не сказал, потому что она, когда сказала свой возраст, я не могу сказать, что она не старая. Но была очень интересная ситуация такая. Я был в Камбодже, и это рядом с Вьетнамом страна находится. И там познакомился с женщиной, и она переводчиком была для меня на русский язык. И с ней ездил в автобусе, она, в общем, так себе разговаривала. И я говорю, мне, конечно, неудобно, но вы говорите, что вы были пионеркой, комсомольцем. Сколько вам лет? Визуально она выглядела, до 30 лет, наверное. Она сказала, что ей, большое количество лет, 60 или 67. Я говорю, а как так получилось? Она говорит, дело в том, что я вегетарианка, я не употребляю мясную пищу никакую. Также каждый день, утром, в обед и вечером ем фрукты, обязательно ем оливковое масло, обязательно ем орехи и обтираю тело обязательно оливковым маслом. Вот у нее был, она говорит, я ем каждый день 1-2 кокоса. Она говорит, это у меня с этого утра начинается, этим утром заканчивается. Не кокос, а вьетнамский кокос водяной, где очень много жидкости. Она говорит, я начинаю с этой кокосовой жидкостью и заканчиваю ей. Да, действительно, есть исследования, которые говорят о том, что в кокосовой стружке и в кокосе самом находится препарат, который называется росвератрол. Вот. Марина Гусева. Колено постоянно опухает. Вот если есть изюм с черным перцем, то колено перестанет опухать. Как убрать постоянное опухающее колено? Скорее всего, это связано с тем, что у вас подагра. Это может быть артритом. Это также может быть просто проявлением ревматизма. Это может быть еще артрозом. Это может быть еще кистой Бейкера, допустим, когда узел заколенный или воспаление происходит сустава. Чем необходимо пользоваться? Попробуйте такие самые простые способы. Попробуйте использовать вольтарен гель и обычные противовоспалительные нестероидные препараты.
В случае, попробуйте изменить питание, может быть, даже попринимать препараты от мочевой кислоты, это аллопуринол, может быть, ну, есть целый ряд препаратов, есть разрешенные, неразрешенные. И попринимайте. А вообще начинать исследование необходимо с посещения врача. Скажите, пожалуйста, как убрать папилломы с тела? Я считаю, что папилломы на теле являются следствием глюкозы высокой в организме. Поэтому, устраняя глюкозу, можно устранить папилломы. Какие народные есть способы? Берется вьетнамская звездочка, мажется вьетнамской звездочкой. Когда звездочка засохнет, сверху мажется картофельным соком из сырого картофеля. И сверху заклеивается липкой лентой на 1, 2, 3 часа. Второй вариант: берется спичка, зажигается спичка, и когда она погасла, вот этой вот горелой спичкой, пока теплая, прикасается к папилломке. Такие вот способы есть. При липоме тоже можно смазать вьетнамской звездочкой липому, потом смазать вокруг картофельным соком и сверху обмотать чем-нибудь. Но с липомой, это жировик, необходимо это делать, ну, наверное, около суток. То есть, если на следующий день снять и липома не уменьшится в 2-3 раза, то тогда это не помогает. Но очень часто липомы уменьшаются за счет этого. Пожалуйста, что можно СТФ при артрите? Поставили мне начальную стадию в тазобедренном суставе. При артрите необходимо принимать препарат артрозин и артридикс. Также использовать мазь такая, называется габана, и артрозиновая мазь. Итак, артридикс и артрозин — это два разных препарата, по 2 таблетки 3 раза в день. Также мазь габана можно утром натирать, она противовоспалительная и боль снимает. Очень хорошо, знаете, что помогает? Бишофит. Берете обычный бишофит, накладываете его и сверху теплым полотенцем на 1-2 часа. Второй есть вариант такой, это настойка яйца. Помните, я когда-то рассказывал. Берется яйцо в кожуре, кладется в банку, заливается уксусом или уксусной эссенцией, не имеет значения. Чем кислее, тем лучше. Настаивается в темном месте 6-10 дней, можно 3 дня. За это время уксус растворяет кальций, который покрывает яичную пленку. Прокалывается эта яичная пленка, все это выливается прямо туда, в этот уксус, взбалтывается в миксере или в блендере. Пленку при этом, как хотите, можете доставать, можете не доставать, не принципиально. Использовать вот такую смесь необходимо для растирания, то есть ее необходимо втирать вместо боли при заболеваниях коленного сустава, при боли в тазобедренном суставе, при артрите. Все великолепно помогает, вот, очень рекомендую. Есть народные рецепты, это мед с солью и содой. Берут напополам сколько меда, сколько соли и смазывают вот это место, где болит, или там, где артрит. В случае, если это связано с накоплением кислот, допустим, при подагре это оксалаты, это молочная кислота, уксусная кислота, при уратная кислота. Вот если такие кислоты находятся в суставе, то изменяется состав синовиальной жидкости. Обычно такая реакция происходит на фоне неправильной диеты, сумасшедших или очень сложных переживаний. И чем это все лечится? Поможет, как ни странно, натирание обычного аммиака. Берется аммиак и растирается. Не прикладывается, а прямо натирается. Неприятно, гадко пахнет, но помогает. В случае, если это артрит или артроз, то артроз или артрит — это воспаление суставной сумки. Она, скорее всего, у вас деформируется. Это связано либо с травмой, либо с изменением синовиальной жидкости, либо с недостаточностью коллагена, либо же даже эластина. А это все разные препараты. Допустим, коллаген восстанавливается гиалуроновой кислотой и коллагеном. А эластин восстанавливается за счет того, что человек принимает препарат пепсин, потому что при взаимодействии или при появлении пепсина или попадании в желудочно-кишечный тракт происходит ферментация аминокислот определенных, которые в дальнейшем становятся эластином.
вот так все страшно. Если у человека очень быстрое похудение, в случае, если у человека очень, если человек постоянно голодает, если человек мясо не ест, и там ряд вот этих всех нюансов, то у него, если диарея очень частая у человека, то это может привести в дальнейшем к ухудшению состояния тазобедренных, больших в итоге суставов, как раз на фоне того, что у человека там хроническая диарея, медвежья болезнь в народе называют. И этому всему может помочь обычный прием пепсина. Да, он для желудка. Не напрасно есть такое заболевание, оно называется диспепсия. Дис с латыни переводится как отсутствие. Диспепсия значит отсутствие пепсина. И поэтому в случае, если у вас диарея, то это диспепсия. Если она не связана с неинфекционным язвенным колитом, то тогда можно принимать пепсин. Великолепное средство, особенно для пьющих людей, в случае, если человек часто пьет или принимает, допустим, препараты для похудения, они там могут спровоцировать диарею. При психических заболеваниях, при сахарном диабете второго типа, при неспецифическом язвенном колите, при заболеваниях, связанных просто с диареей, частая диарея на фоне стрессовых ситуаций, нервов, при активном желчном пузыре такое тоже есть, может привести в дальнейшем к появлению язвы или появлению цирроза печени. И это все в комплексе решается препаратом пепсин. Великолепное средство, мне очень нравится. Если у вас диарея, зачем мучиться? Пепсин восстановит все. Как определить, какая у вас кислотность, повышенная или пониженная? Возьмите 1 чайную ложку соды, в 1 стакане теплой воды растворите. И после этого начинайте и выпейте утром. Не горячий, не надо запаривать ничем, это все ерунда полнейшая. Выпивайте просто теплую воду с содой. В случае, если после этого у вас будет отрыжка, значит кислотность у вас в норме. Если отрыжки не будет, то она у вас пониженная. Понятно? При пониженной кислотности первые проявления это запоры. А также нереально плохой запах гниения, гноя, сероводорода изо рта. Галитоз является следствием эзофагиального рефлюкса на фоне пониженной кислотности желудочно-кишечного тракта. Вот так. Надеюсь, интересно. Кстати, народный способ избавиться от всех камней, которые находятся в суставах, это питье специально приготовленной кипяченой воды. Необходимо взять воду, кипятить ее не менее 2 часов, чтобы она кипела, потом слить, и чтобы она ночью от вечера и до самого утра постояла. Не в холодильнике, а просто где угодно. После чего такую воду можно пить. Считается, что если в день выпивать такую воду по 1 литру, то на протяжении 1-2 месяцев уходят заболевания, которые связаны с камнями в почках, камнями в желчном пузыре. Слушайте, такой удобный рецепт вообще. Мария Унила, у меня по утрам болит воротниковая зона, когда тяну руки вниз, можете сказать, что не так? Конечно могу, это у вас остеохондроз или миозит на фоне того, что вам продуло шею. Что поможет? Обычный поможет массажист. Массаж воротниковой зоны, медовый массаж воротниковой зоны, а также поможет моя мазь, называется можжевеловая, хорошо помогает, поможет габана мазь, золотой бальзам Дуйко, великолепные средства. Валентина Коленська. Доброго вечора всім. Шановний Андрій Андрійович, чи пов'язані між собою моя гіпергерпетивна невралгія правого лицевого нерва і базаліома на правій частині мого носа? Дякую. Ні, це не може бути між собою пов'язано. Але базаліому потрібно лікувати, її потрібно видаляти. Бо це, ви ж розумієте, що це за хвороба. Вона взагалі така дуже опасна для людини. І потрібно нагляд, і потрібно її лікувати, потрібно її видаляти. На що це вам? Що ви її носите на собі? Видаліть її. Наталья, добрый день, Андрей Андреевич, как вы считаете,
Так. Зубные. Что ж там такое? Так. А топ ты же сказал. Папиллома ответил. Болит воротниковая сказал. Герпетивная да-да. Ага. Как вы считаете, зубные электрощетки снимают эмаль зубов, ухудшая состояние? Вот тот, кто вам говорит, что эмаль можно снять при помощи лимонной кислоты, соды, электрощеток, жевания чего-то там, не знаю, там, чего-то твердого, костей там и так далее. Все это абсолютная ерунда. От чего же портятся наши зубы? Первое. Наши зубы портятся из-за эзофагиального рефлюкса, в момент которого происходит заброс соляной кислоты в пищевое, в отверстие сфинктера Оди с попаданием в пищевод. И это происходит в большинстве случаев из-за стресса. И это реакция человека на стресс. Когда попадают бактерии нам в рот, то эти бактерии образуют или находят тонкие места, и они начинают как дрожжи, только коралловидные дрожжи, формировать зубной камень. Такой зубной камень накапливается во рту, появляется коралл вот такой, и внутри появляется эта бактерия, которая образует. Она выделяет в момент своей жизнедеятельности, повышает кислоту во рту. Она очень увеличивает кислотность. Вот эта кислотность плюс соляная кислота с высокой кислотностью, это и есть что? Растворяет нашу эмаль. У нас хоть повышенная кислотность желудка, вбрасывается соляная кислота при стрессах, хоть пониженная кислотность, все равно вбрасывается. Что может помочь? Творог, он снижает кислотность. Кальций, он тоже снижает кислотность. Именно поэтому часто говорят, кушайте творог, кушайте кальций, зубы будут. А еще, будьте спокойными или принимайте успокаивающие препараты. Человек неспокоен вообще. Он никогда... Есть люди, которые вот холерики, у них зубы пропадают мгновенно. А зубные щетки, которые крутятся быстро, нет. Вы знаете, что в Тибете зубы чистят деревянными палочками, их разжевывают и трут. И в Индии чистят деревянными палочками, их разжевывают и трут. Но одна из особенностей такой, вот когда приезжаешь в эти страны, видишь людей, у них очень красивые белые зубы. Очень красивые. У них нет стрессов. В Африке, а как же они там живут? У них нет стрессов, они спят сколько хотят. Потом идут на работе работают. Он проработал, ему дали 2 рубля, он купил еду, принес домой. Они вегетарианцы, они едят все время. У них нет стрессов, нет информации, они ничего не читают, им ничего не нужно. Они 1-2 раза пришли, посмотрели какое-то там кино или там посмотрели, там пришли в храм, помолились, никто ни на кого не обижается. И так. Но у всех остальных, которые живут в мегаполисах, у которых появляются там стрессы, точно так же выпадают зубы и так далее. А люди, живущие без стрессов, это люди, у которых... Вот приезжаешь в монастыри какие-нибудь, там тайские или какие-нибудь монастыри, связанные с буддизмом, в Тибет, в это Северный Китай, или там в Японии где-либо. Если человек спокойный, зубы свои, он нормально, он спокойно не реагирует на что он там в медитации постоянно. Как только человек такой холерический, переживательный, когда человека там раздражает все, вот раздражайтесь, зубы стирают. А электрощетки наоборот помогают. На самом деле это обман. Смотрите, если кислота разрушает зубы, то чем надо полоскать зубы? Зубы надо чистить содой. Моя мама когда-то меня научила, мы были маленькие. В Советском Союзе у моих родителей, не знаю, как вы жили в Советском Союзе, а я жил в Советском Союзе с 7 детьми. У нас не было то еды не было, мяса у нас не было, то питания у нас не было. Жили впроголодь. Поэтому не знаю, как вы там жили хорошо. Может быть и были пирожки за 20 копеек, но покупать их было не за что.
И основная еда была вот такая. Но из-за того, что вечно не было там зубных паст, не было там, ничего не было, знаете, вечный дефицит был, особенно в этих 86-х и там 93-х годах, 95-х, наверное. И это, давайте сейчас Советский Союз. Что с вами? Я не хочу Советский Союз, мне хорошо сейчас. Зашел 100 видов зубной пасты. Какую захотел, такую купил. А там не было одной, нужно было очереди стоять за одной. Кому он нужен, этот Советский Союз? Ладно, не тема этого разговора. Итак, и мама научила меня чистить зубы солью с содой. И вот у меня после этого зубы, в отличие от сверстников, было на 70-80% лучше. Каким образом это делалось? Вмокался палец или щетка, чистились зубы с содой и солью. После этого, не выплевывая, полоскалась такой подсоленной водичкой рот. И после этого и не портились зубы ни у меня, ни у родных, ни у кого. Я до сих пор чищу с содой и с солью. Зубы все целые, последний раз. Единственное, из-за чего зубы у меня там попортились, это 11 химиотерапий прошел. Во время прохождения химиотерапии вот были проблемы с зубами. Увеличился вес, видно, там стрессы еще были. И плюс травма у меня была лица. И вот за счет этого. Сейчас чищу зубы содой и солью, великолепно. Даже мне стоматолог говорит, у вас такая дента твердая, даже прям просто засверлить не могу. Какой секрет? Что вы едите? Может там... Я говорю, нет, я ем, как все люди, я просто утром чищу содой и солью. Он говорит, да, Андрей Андреевич, вы прикалываетесь. Нет, не прикалываюсь. Как чистил, чищу и детей научил. Чистите содой и солью. И моей пастой сатва. Ми пух. Май пух. Андрей Андреевич, помогите моему любимому человеку. Много всего. На плечо. Правое, может вывих. В больницу идти не хочет, спасибо вам. Нет, это у него не вывих, это у него ущемление шейного отдела позвоночника. Поэтому ему необходим просто обычный массажист и обычный массаж. Лариса Бендеберя. Посоветуйте, как накормить ребенка малоежку, который никогда не просит кушать. Ест 2 раза в день маленькими порциями. Обычно это происходит на фоне неусвоения у ребенка аргинина. И такой ребенок при употреблении пищи, у него вырабатывается большое количество аммиака или ацетона. И первое и второе, аммиак особенно плохо, потому что это затормаживает деятельность мозга у ребенка, он уставший и сам понимает, что ему необходимо быть в таком приподнятом настроении и всегда быть в таком ярком энергетическом состоянии, он обычно отказывается самовольно от еды, потому что после каждого приема пищи чувствует недомогание, общее причем, которое проявляется в виде боли в коленях, в суставах, усталостью и так далее. Что поможет? У меня есть препарат такой, он называется у меня Бифулакт. Да, Бифулакт. Сейчас я скажу, как он называется у меня в компании. Одну секунду. ТФ Туйко. Да что ж это с тобой? Инулактин называется. Не бифулакт, а инулактин. Называется инулактин, в котором находится вещество, которое является пребиотиком, которое объединяет аммиак и выводит его. Начните давать. 1 чайная ложка на 1 стакан воды, и пусть пьет утром и вечером. Можно также вот такой препарат, антитокс драй, и съест вас.
Содержит активные пребиотики, улучшает пищеварение, улучшает здоровую микрофлору кишечника, иммунную систему, предотвращает запоры. Но самое важное в том, что лактулоза, которая находится в его составе, и инулин являются веществами, которые активно выводят из крови аммиак. И аммиак мешает ребенку хотеть кушать и купирует вот эти состояния аппетита. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ответил. Добрый день. Горошек это черный перец? Да. Сам синала. Я вообще не могу без препаратов. Теперь понимаю, для поджелудочной правильно? Да. Затем перехожу к кишечнику. Вот так, правильно. Попринимайте вот этот препарат. Антитокс драй. Сыпите просто, заливайте водичкой и принимайте 1-2 раза в день. Вообще вместо воды пейте. Это потрясающий препарат, особенно сейчас. Он улучшает иммунитет, а кишечник это основа иммунитета, поэтому обязательно принимайте. Николай Гончар и все участники вебинара. Принимаю триптофан, мелатонин, габа. Поставит ТФ при биполярном расстройстве. Сколько принимать для всего курса? 40-90 дней. Если очень долго болеете, то хотя бы 2 месяца. И никакого алкоголя и кофе. Я пила этот эликсир молодости, газывают его. Газывают это что? Наталья, подскажите, пожалуйста, поможет ли полоскание волос уксусом, чтобы не запутывались? Или есть лучшие методы? Не уксусом, а маслом. Берете обычное масло, оливковое, подсолнечное. И когда помыли голову, то этим маслом натерли, прям сильно-сильно натерли. После этого можно смыть. А можно и не смывать. Есть такие легкие масла, омлы есть масло. Второй вариант это сладкой водой. Берете сладкую воду, сладкую какую-либо и тоже натираете. Но вообще самое лучшее, чтобы не связывались волосы и колтуны не образовывались, это все-таки масло. Прошу вас, скажите, как можно уменьшить плохой холестерин. В журнале, который называется Lipid, antilipid.com, Lipid Journal, сейчас я скажу, как он называется на английском. Lipid Journal.com от Липид. Ладно, не буду позориться. Есть журнал, называется Lipid Journal. Напишите на русском, найдете на английском. Там есть рекомендации. Он изучает проблемы высокого холестерина. И там говорится о том, что есть очень хорошие исследования, которые говорят, что если принимать натуральное, нерафинированное кукурузное масло, то оно снижает холестерин. Вообще холестерин является следствием истощения нервов. Именно поэтому людям с высоким холестерином надо спать дольше или больше, чем обычным людям. По моему мнению, холестерин есть следствие нарушения прежде всего циркадных ритмов сна. Поэтому если человек восстанавливает препаратами мелатонин циркадные ритмы сна и спит дольше, то это восстанавливает его нервную систему, он очень хорошо себя чувствует. Вообще очень рекомендую кукурузное масло. Есть еще препарат такой, знаете, аминокислота называется L-карнитин. Вот можно ее принимать, она тоже снижает холестерин. У меня есть препарат холестеростопин. Тетяна Байковська. Доброго дня, наш шановний Андрій Андрійович. Мої вітання і найкраще вам побажання. Моїй доці після ночі болять скули і зуби. Чи можна зарадити, можливо, з вашого ТФ? Є препарат нашої компанії, називається, має назву Morbus Stop. Одна пігулка 2-3 рази на добу, а також давайте їй на ніч, з утра давайте їй магній, кальцій, цинк по 2 таблетки. А перед самим сном давайте їй пастовіт, також 2 таблетки. Рада вас слышать и видеть. Спасибо. Андрей Андреевич, как разогнать лимфу в организме и улучшить лимфоотток при застое? Препарат Лимфонорм и Гемортан.
Вот если есть такие вот узелки на шее, вы их можете нащупать, то лимфонорм и гемортан устранят. Вера Атрохова. Андрей Андреевич, спасибо за ОЕ. Стрим здоровья. Пожалуйста. Надежда, понимаю, с телефона. Надежда Лебедь. Подскажите, внук плохо аппетит ответил. Андрей Андреевич, пожалуйста, возможно ли, по вашему мнению, вылечить стенокардию? Медицинским способом нет. А вот в случае, если есть, допустим, фиброз сосуда или есть и уже там стеноз какой-либо развивается, некроз тканей уже или фиброз тканей, то скорее всего, и это вызывает стенокардию, то нет. А вот в случае, если она у вас не органическая, а такая, не знаю как назвать, синовиальная, то вам необходимо просто массаж. Сделайте массаж, сделайте его 10-15 массажей на протяжении месяца. Обычно это убирает стенокардию. От больших болючих прыщей на лице за 3 дня помогла смесь куриного белка с мазью лизоцимовой и мазью с чистотела от бородавок ТФ. На кончике ложечки смешивала кисточкой. Ну вот видите, как эффективно. Мне нравятся ваши вебинары, мантры. Спасибо вам и вашей семье. Спасибо. Ольга Пикулина. Посоветуйте что-нибудь от чувствительности зубов, еще болит небо. Полоскайте с утра и вечером оливковым маслом. И сплевывайте. Берете чашечку оливкового масла, можно подсолнечное нерафинированное. Пополоскали, сплюнули, пополоскали, сплюнули. Как бы через зубы вот так пропускайте. При треморе рук из-за приема препаратов кветилеп. Кветилеп это кветерон. Правильно, кветерон. Кветилеп, кветерон. Кветерон, кветилеп. Кителеп это кветиапин. Ага, ну и что? Что можете посоветовать? При треморе рук из-за приема препарата кветилепт. Что можете посоветовать? Вся проблема такого препарата заключается в том, что он воздействует на угнетение серотонина и увеличение дофамина. Что по идее ведет за собой уменьшение или выведение дополнительно меди. И прием препарата с меди или с большим количеством меди поможет убрать тремор рук. Какие это препараты? В моей компании это препарат алгоцин. 1 чайная ложка на стакан воды после приема пищи через час. Можно 1 или 2 раза. Великолепное средство. Можно дополнительно препарат мой поставить. Или любой аналог с высоким содержанием меди. Андрей Андреевич, можно принимать препараты ТФ с антибиотиком аугментин? Да, можно. Наталья, Андрей Андреевич, поможет ли полоскание? Ответил. Электрощетки тоже ответил. Подскажите, что значит, когда деформируются ногти на руках, кальция не хватает, пластинка стала волнистой. Кальция. Некоторые утверждают, что это больная печень. Нет, это неправда. Это первое проявление того, что кальция недостаточно. Какого кальция? Цитрата кальция. Можно, у нас есть хороший препарат, называется устричный кальций с черникой. Вот по 2 таблетки 2-3 раза в день. 1-2 недели и ногти будут великолепные. Почему папе вдруг становится холодно до невозможности и температура повышается? Это называется лихорадит. Это у него лихорадка. Обычно лихорадка может являться гиперфункцией щитовидной железы. Также это может быть следствием такой вот разновидности проявления панической атаки. Но чтобы это может быть еще и синдромом высокого адреналина. Не знаю, может быть какой-нибудь разновидностью, может быть гипертонии. Но скорее всего это связано либо с щитовидкой, либо с психической деятельностью. У меня одна почка, недавно было сильное воспаление. Подскажите, что мне лучше принимать? Ренокс. У моей мамы во рту вот уже год неприятный вкус. Делали обследование, ничего не обнаружили. Что делать? Если она ощущает неприятный вкус, прям очень неприятный, такой как будто гной, то это может быть связано с носоглоткой. Также это может быть связано с миндалинами. Это может быть связано еще и с пищеводом. Начните с пищевода. Обычно именно с этого нужно начинать. Гастроэнтерологу нужно.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, что добавить к бетаину гидрохлориду при чувстве непрохождения еды? Спасибо. Когда у вас чувство, помните, я сегодня рассказывал, греете воду 1,5-2 часа, потом вот такую воду пьете теплой, подогреваете ее отдельно через сутки и пьете. В нее можно добавлять небольшое количество сладкого. Тогда проходимость будет нормальной. Смотрите, при непроходимости, для того, чтобы все проходило, пейте что-нибудь сладкое. Также по чуть-чуть можно корень языка смазывать маслом кхи. И язык периодически смазывать маслом. Это все убирает спазм пищевода. Максиму 6 лет, сильно потеет, часто простывает. С чего начать СТФ? Необходимо начать с препарата Гемартан. Первый день на ночь 4 таблетки, а потом утром и вечером по 2 таблетки. Опухоль надпочечника как убрать? Не знаю. Есть препарат такой, называется у нас Тенторикс. Вот можно попробовать данным препаратом. Он как раз для того, чтобы устранять опухоли на надпочечников. Опухоли надпочечников обычно возникают у человека на фоне не только стрессов, это может быть еще и на фоне сахарного диабета 2 типа, который при высоком холестерине может быть, при быстром похудении, при быстром поправлении, при использовании стероидных препаратов, при использовании препаратов с высоким содержанием прогестерона или эстрадиолов. То есть как лечить, тут такой, знаете, вопрос, который целиком, исключительно в большинстве случаев зависит от анамнеза, от дебюта данного заболевания, когда первый раз было поставлено, что было перед этим, был ли стресс, есть ли генетические заболевания. Вообще вы же знаете, что лечить людей это очень сложно. Необходимо знать все о человеке, необходимо провести какую-то аналогию и понять, с чем связано, в чем первопричина, какой образ жизни человек ведет, доедает или переедает, ну и вот из этого уже складывать общую целую картину. Мне грыжи позвоночника оперировать или поможет массаж? Массаж поможет. Если целеустремленно или целенаправленно, то массаж поможет. Будьте здоровы. Желаю вам здоровья. Все препараты сейчас имеют скидку. Переходите по данной ссылке на мой сайт и увидите, сейчас идет акция. Все препараты можете приобрести со скидкой существенной и помочь себе. Помогите себе, вашим близким. Надеюсь на ваши хорошие или же плохие комментарии под данным видео. Быть здоровым легко, поможет вам Андрей Дуйко. Ну и вы тоже стремитесь к этому, следите за собой, лечите себя с молоду, чтобы в старости быть здоровыми. И еще раз